Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сегодня хочу с вами поделиться моим опытом выращивания розы кардана. Это та роза, которая продается в сетях, в Пятерочке, в Магните. Опять же, многие из нас покупали ее на 8 марта. Она есть у нас в доме. Вот как же ее сохранить? И потом, если у вас есть дача или приусадебный участок, или вы можете это сделать около своего подъезда или в сквере на работе, да, мы можем высадить ее в грунт. И она, кстати, очень хорошо зимует. У меня, опять же, есть такой опыт. И у меня в саду растет несколько таких роз, которые уже растут 2, 3, 4 года. И прекрасно цветут каждый сезон. Эти розы я купила перед 8 марта, в первых числах марта. Сейчас у нас 16 марта, и на момент 16 марта они у меня уже практически отцвели, при этом они уже дали новые бутоны, и я вам хочу рассказать про уход за этой розой, для того, чтобы она дожила до высадки в сад, либо можно сохранить, и чтобы она росла дома. На самом деле хочу вам сказать, что принципиально уход за комнатной розой не отличается от ухода за обычной розой. То есть основные принципы, они те же самые. Вот я специально тут сохранила еще пара цветов, с которыми я ее покупала. То есть вот эта ветка, она не новая выросла, она доцветает, да. При этом у меня уже есть тут бутон, который полностью вырос после обрезания из ветки у меня дома. То есть за эти, считайте, практически 2 недели выросла новая, смотрите, какая крепкая ветка. И на ней уже образовался бутон, то есть этого не было. Значит, что же мы делаем для того, чтобы продлить цветение? И для того, чтобы у меня там, смотрите, на фоне стоят соленые огурцы и рассада. Ну, в общем, жизнь без дублей, да? Соленые огурцы, это я собираюсь постный рассольник делать. Рецепт, кстати, тоже вышел на канале, поэтому подписывайтесь и можете и рассольник тоже заодно с розами посмотреть. Итак, смотрите, давайте будем разбираться по строению розы, да? Роза, точно так же, как и другие растения, дает нам новые побеги из почек, которые находятся при листиках. Да? То есть при каждом листике находится спящая почка. И когда цветок отцветет, из этих почек начинают формироваться новые побеги, что очень явственно, хорошо видно, например, вот здесь. То есть у нас здесь еще бутон. Этот бутон пока формируется, рядом был, видите, вот сухой осталось, был другой бутон, который отцвел. Я его отломила, и из спящей почки пошел побег. Это мы с вами посмотрели просто на принцип развития розы. Вот то же самое, здесь обрезано, и из спящей почки пошел новый побег. Значит, побеги бывают активные. Это те побеги, которые растут. Ну вот, например, видите, побег, видно, что у него маленький листик, и вот там зачаток тоже маленького листочка. А бывают так называемые слепые побеги, слепыши их назовем. Этот вот здесь вот яркий пример, видите, листочек, а тут ничего не зарождается. Если вы сразу не можете определить, слепыш он или нет, можно подождать. Если вот он вырос до определенного состояния и дальше не растет, значит, это слепой побег, и нам с вами такой побег не нужен. То есть мы обрезаем ветку, всю, не просто срываем побег, да, а обрезаем ветку до следующего листа. Вот у нас следующий лист. Соответственно, здесь есть спящая почка, и мы до нее отрезаем вот этого слепыша, он нам не нужен. Что произойдет далее? Вот, видите, обрезала. Вот это нам не нужно. Что здесь произойдет далее? Далее, вот в этой точке роста после обрезки проснется спящая почка. Она проснется либо здесь, либо вот здесь. Поскольку роза у нас маленькая, то такой маленькой розе на одном побеге нам не нужно выращивать 2 или 3 побега. Поэтому, если проснется и здесь, мы один удалим, оставим один, чтобы он вырос и стал крепеньким. Далее, вот смотрите, теперь, что мы делаем с отцветающими побегами? Вот у нас побег, видите, он достаточно тоненький. На нем вот такой великолепный цветок, который заканчивает свое цветение. Вот уже, видите, прям совсем раскрылся малыш хорошенький.
Вот теперь смотрите. Популярная ошибка, которая переносится многими и в сад, еще раз повторюсь, что уход за этой розой, по сути, ничем не отличается от принципов ухода за обычной садовой розой. Многие делают вот так. Если мы сделаем вот так, то следующий побег у нас родится практически вот здесь сразу. И что же мы получим? У нас здесь веточка совсем тоненькая, да, к концу она такая истощенная. Тем более она истощена уже этим цветком. Соответственно, тот побег, который у нас вырастет вот тут, ну вот как он, например, вот тут растет у бутона, да, вот тут растет у бутона, он будет такой хиленький, тоненький, слабенький и в большинстве случаев вообще может быть слепым. То есть ни уму, ни сердцу нам этот побег. И хорошего крупного цветка, бутона, красивого мы на этом тоненьком побеге, который вырастет около отцветшего цветка, не получим. Поэтому нам надо по уму отсчитать вниз несколько листьев. Вот смотрите, всегда у цветка листик с тремя листочками, да? Ну, у обычной розы, вот здесь, например, видите, 6, да, или 7. Вот, ну, вот это маленькие, основных здесь вот у него 5. 5, извините, 5 или 7, да, 6 не может быть, 5 или 7. Вот, а у цветка обычно всегда 3. Вот бутон зарождается, смотрите, раз, два, три, раз, два, три. А дальше, смотрите, опять раз, 5 пошел. Вот с 5 это уже как бы настоящие листки, которые не к цветочку имеют отношение, а к самому побегу. Поэтому мы тут отсчитываем до 5 листка и смотрим. Если у 5 листка, первого 5, то есть мы вниз считаем первые 3, еще 3 и вот 5, да? То есть в принципе вот эта почка нам подходит, но здесь веточка все равно еще очень тоненькая, поэтому мы идем еще ниже, и вот внизу практически у домашней розы прям совсем внизу, практически у предыдущего вот листочка, вот видите, вот листочек у меня тут, и я обрезаю вот здесь, чтобы родить, чтобы проснулась почка вот здесь внизу. Из этой почки пойдет уже, вот он, видите, он у меня вырос целиком, хороший крепкий побег, который по сути не отличается от тех побегов по толщине, с которыми я ее купила. То есть вот это побег, с которым я ее купила, вот здесь еще бутон доцветает, да, а это который у меня вырос. При этом он у меня вырос без досвечивания. То есть я сейчас, у меня пока только одна лампа, новые ко мне еще не приехали, которые я для рассады заказала, и я эту розу не досвечиваю. Она у меня стоит вот здесь вот просто на окне. Но окно это у меня, надо, конечно сказать, солнечное. Но тем не менее, без досвечивания, просто на окне. Причем у меня, я ее пересадила, как купила из магазина, сразу варварски пересадила в обычную чашку. У меня чашка, это даже, если вы посмотрите, без отверстия, извините, снизу, видите, нету отверстия. У меня там внизу лежит дренаж, еще сверху, по бокам я ей понатыкала колеусы, очеренковала. Но это ей не мешает, она, несмотря на все эти зверские условия, вырастила крепкий побег, потому что я ее обрезала в нужном месте и удобряю. То есть для того, чтобы у нас домашняя роза продолжала цвести, продолжала расти и дожила до пересадки, либо вообще осталась с нами, нам нужно ее, первое, правильно обрезать. Второе, удалить слепые побеги. Вот еще, например, у меня, вот здесь я вот уже наблюдаю, ничего тут не растет, значит, я это обрезаю. Почему? Потому что на пустые побеги растение затрачивает силы, а цветов мы не получим. Мы же не на зелень его растим, это же не салат, правильно? Мы растим для цветов. Поэтому там, где у нас слепые побеги, мы все обрезаем для того, чтобы у нас выросли другие побеги, не слепые. И не допускаем пересыхания земляного кома, при этом мы ее не переувлажняем тоже. То есть земля должна быть всегда чуть-чуть влажная. И даже при условии того, что вот она у меня просто с дренажом растет, да, поскольку я слежу по чуть-чуть ее каждый день, я ее прям по чуть-чуть поливаю и удобряю. Вот все получается, все растет вместе с колеусами, все зацветает и все прекрасно себя чувствует. Теперь чем я удобряю?
Удобряю я вот таким вот японским удобрением, Фуджима это называется. Продается оно в таких бутылочках, и я использую примерно 9-10 капель на литровую бутылку. И потом из этой бутылки я поливаю. Поскольку у меня скважина, я живу за городом, ну, как видно из окна, в общем-то, это, да, я ничего не отстаиваю воду, я просто наливаю из скважины и поливаю. В том случае, если у вас городская квартира, то, конечно, воду лучше отстоять хлорированную, добавить удобрение. И удобряю я вот этим средством примерно раз в 10 дней. Именно это дает силы моей розе набирать бутоны, расти. Ну и сейчас, когда уже потеплеет, когда розы в саду у меня наберут зеленую массу, да, то есть уже будет такая температура, что у роз в саду появятся зеленые новые листья, появятся побеги, тогда я и эту розу пересажу в сад. То есть мы таким образом сохраняем розу кардану, продлеваем ее жизнь и переносим ее в сад. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться вместе со своими розами. Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше цветов, чтобы вы находили с ними общий язык, чтобы они вас радовали бурным цветением, развитием и хорошего настроения, весны в душе. Пока-пока, до новых встреч на канале, ваш Таша Муляр. Спасибо за просмотр, приглашаю вас посмотреть и другие интересные выпуски на канале. Быстрая грядка для клубники с нуля, декорирование дома к Пасхе и цветник-плетень своими руками. До новых встреч на канале, подписывайтесь и делитесь с друзьями этим выпуском.